Несколько недель назад я опубликовала видео, где обсуждала некоторые теории, касающиеся Тэхёна и Чингука, в частности, как изменились их отношения за эти годы и как, по какой-то причине, 2026 год кажется таким непохожим ни на что, что мы видели раньше. Но после всего, что произошло в последнее время, я не могу перестать думать о деталях, которые постоянно всплывают вокруг них. Небольшие жесты, скрытые послания, песни, взгляды и моменты, которые, намеренно или нет, рассказывают гораздо более масштабную историю, чем большинство людей готовы признать. И, как всегда, я хочу подчеркнуть, что это всего лишь мои собственные интерпретации. Это не подтвержденные истины, и они не предназначены для того, чтобы заставить кого-либо полностью в них поверить. Это всего лишь теории и наблюдения, основанные на символизме, времени и том, как Тэхён и Чингук представляли себя в 2026 году. Теперь, когда это ясно, я хочу затронуть то, что я абсолютно не могла игнорировать в этом году. Потому что если что-то и изменилось со времен призыва в армию, так это энергия между Тэхёном и Чингуком. Долгие годы многие считали, что Тэкук отдалились друг от друга из-за плотного графика, давления, внимания публики или, возможно, потому что повзрослели. Но, как ни странно, в 2026 году все было наоборот. Казалось, они перестали так стараться скрывать свою естественную непринужденность друг к другу. И, честно говоря, больше всего меня привлекли не их очевидные взаимодействия, а символизм. Потому что Тэхён и Чингук снова стали изображаться иначе, чем остальные. В нескольких тизерах, камбэкам и визуальных материалах к концертам в этом году мы постоянно видели контраст между тенями и светом вокруг них. В то время как другие участники появлялись в нейтральных или теплых тонах, Тэхён и Чингук постоянно чередовали темно-синий, черный, серебристый и фиолетовый свет. И это сразу напомнило мне весь символизм, который BTS использовали еще со времен эры Wings. Тогда эти концепции говорили об искушении, двойственности, идентичности и страхе показать миру свое истинное «я». Но сейчас, в 2026 году, атмосфера ощущалась иначе. Больше не было страха. Было ощущение принятия. Особенно это касалось Тэхёна. Потому что если сравнить Тэхёна в эпоху сингулярности с Тэхёном, которого мы видим сейчас, различия разительны. В сингулярности он пел о потере голоса, притании за маской и утоплении в замерзшем синем озере. Этот синий мир олицетворял тишину и эмоциональное потрясение. Но в 2026 году Тэхён больше не кажется запертым в синем цвете. Наоборот, он чувствует себя в нем комфортно. Как будто цвет, который когда-то символизировал одиночество, теперь превратился в мир. И что наиболее интересно, Чингук, похоже, переживает ту же трансформацию. Годами Чингук ассоциировался с бунтом, искушением, жертвенностью и наказанием. Символы черных чернил, шипов, ран и отсылки к инаковости сопровождали его в концепциях BTS почти 10 лет. Но теперь Чингук больше не несет этот образ, связанный с болью. Теперь он улыбается, несмотря ни на что. И я думаю, это меняет все. Потому что раньше теории Тэкука всегда были полны секретности, скрытых эмоций, внезапной отстраненности и страха перед реакцией публики. Но Тэхён и Чингук в 2026 году ощущаются иначе. Они больше не кажутся напуганными. Даже другие участники кажутся более расслабленными рядом с ними. Одна вещь, которая в последнее время привлекает внимание фанатов, это то, как Тэхён и Чингук продолжают появляться вместе вне официальных графиков. Дело не в том, что они навязывают общение камерам, а скорее в том, что все это выглядит естественно. Тихие ужины, поздние вечера, совместные поездки, растущий круг друзей. И, пожалуй, самая важная деталь – отсутствие неловкости. Много лет назад даже слишком близкое расстояние создавало напряжение в интервью. Бывали моменты, когда их отношения становились неловкими, когда слишком много внимания уделялось их взаимоотношениям. Но сейчас Тэхён посмотрел на Чингука с явной нежностью. Чингук также естественно продолжал приближаться к Тэхёну, не отдаляясь после этого. И, возможно,
именно поэтому многие считают, что 2026 год – это новая глава в их отношениях. Дело не в том, что они вдруг что-то подтвердили. Дело в том, что они перестали выглядеть как два человека, постоянно пытающиеся убежать от домыслов. Вместо этого они кажутся двумя людьми, которым уже все равно. И, честно говоря, это напоминает мне теорию Карла Юнга о теневом «я». Тень – это не зло. Это просто часть нас самих, которую общество научило нас подавлять. И, возможно, именно поэтому концепция BTS всегда так глубоко отзывалась у многих. Потому что они постоянно исследуют идентичность, маски, ожидания, искушения и страх быть отвергнутыми. Но если Тэхён и Чингук когда-то представляли людей, скрывающихся в этой тени, то, возможно, теперь они представляют людей, которые учатся мирно сосуществовать с ней. Как будто они наконец поняли, что как бы люди ни строили предположения, не критиковали, не анализировали каждое их взаимодействие, они не могут продолжать сжиматься ради комфорта других. И, возможно, именно поэтому фиолетовый цвет продолжает казаться таким важным. Потому что если синий представляет иллюзию, а красный – болезненную реальность, то фиолетовый символизирует принятие. Место, где два мира наконец могут сосуществовать. И, честно говоря, это кажется идеальным описанием Тэкука в 2026 году. Не скрытые. Не полностью открытые. Просто живущие в своем собственном пространстве, больше не нуждаясь ни в чьем разрешении. Возможно, именно поэтому их отношения так сильно отличаются от тех, что были в прошлые годы. Ведь раньше их история всегда была полна конфликтов. Теперь же она наполнена миром. Конечно, это всего лишь моя собственная теория и интерпретация всего, что мы видели в последнее время. Вы не обязаны со мной соглашаться, и каждый волен иметь свою точку зрения на Тэхёна и Чингука. Но я очень хотела поделиться этими мыслями, потому что символика, окружающая их в 2026 году, кажется слишком очевидной, чтобы ее игнорировать. И, честно говоря, после всего, что они пережили вместе за эти годы, видеть, как они наконец-то снова чувствуют себя комфортно, невероятно трогательно. Возможно, это только начало новой эры для Тэкука. Или, может быть, они просто достигли того момента, когда им больше не нужно никому ничего объяснять. Что бы это ни было, я думаю, именно это делает 2026 год таким особенным. Но дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях. Вы тоже заметили эти детали? Или я просто снова все слишком анализирую? Но на самом деле, есть еще одна вещь, которая меня беспокоит каждый раз, когда я вижу Тэхёна и Чингука в последнее время. И это то, что они перестали выглядеть как два человека, пытающихся контролировать ситуацию вокруг себя. Потому что, если мы посмотрим на предыдущие годы, почти все их взаимодействия казались очень сдержанными. Всегда был момент, когда один из них внезапно отстранялся, подойдя слишком близко. Как будто они понимали, что слишком много внимания может иметь нежелательные последствия. Но в 2026 году эта модель постепенно исчезла. И, возможно, многие этого не заметили, потому что изменения были очень незначительными. Ничего большого или драматичного. Просто мелкие детали. То, как Чингук начал поворачиваться к Тэхёну, когда другие участники говорили. То, как Тэхён стал смеяться свободнее рядом с Чингуком, не меняя сразу выражение лица, когда на них была направлена камера. И что меня действительно поразило, так это то, насколько более гармоничными они кажутся сейчас, чем за последние годы. Даже на их последних концертах и выступлениях их энергия напоминает ранние дни BTS, когда они еще не так сильно беспокоились о том, как мир воспримет их близость. Как будто что-то наконец высвободилось. И, возможно, именно поэтому многие давние поклонники говорят, что Тэкук в 2026 году вызывает такую ностальгию. Потому что часть их чувствует, что они вернулись. Но в то же время они кажутся гораздо более зрелыми. Больше не два молодых человека, сбитых с толку давлением общественности.
а два человека, которые многое пережили вместе и, наконец, поняли грань между своей личной жизнью и ожиданиями внешнего мира. И, как ни странно, именно это спокойствие делает все это еще более реальным. Потому что обычно люди, которые пытаются что-то скрыть, кажутся напряженными. Но Тэхён и Чингук теперь кажутся такими непринужденными. Такими спокойными. Как будто им больше не нужно ничего никому доказывать. Даже некоторые новые символы BTS, кажется, указывают на эмоциональную свободу. Мы начинаем видеть все больше визуальных образов открытого неба, фиолетового света, открытых дверей и бескрайних, бесконечных пространств. Если раньше их концепция была наполнена узкими коридорами, темными комнатами и гнетущими тенями, то теперь все кажется светлее. И, возможно, в конечном итоге это сильнее любого объяснения. Потому что некоторые отношения не нужно громко объявлять, чтобы их почувствовать. Иногда достаточно увидеть это в том, как два человека смотрят друг на друга после всего, что они пережили вместе. И я думаю, именно это делает отношения Тэкука в 2026 году такими непохожими на предыдущие. И если вам понравилось это видео и вы хотите больше теорий и анализов о Тэкуке, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы получать больше контента. Вы также можете поддержать этот канал, оформив подписку Super Thanks или членство, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту и ранним загрузкам, доступным только для участников. Большое спасибо за просмотр до конца.